Американцы готовят новую большую сделку для Ближнего Востока, которая решит все проблемы и положит конец всем противоречиям. Так ли это? Да, не так, конечно. С вами Алексей Наумов, шоу «Разбор». Сегодня мы разбираемся в интересном плане, который американцы хотят использовать для создания нового какого-то расклада сил на Ближнем Востоке. Речь идет о расширении так называемых соглашений Авраама. Это одно из наиболее ярких и важных внешнеполитических достижений администрации президента США Дональда Трампа. Напомню, в чем суть этих соглашений. Это соглашения, которые продвигала американская администрация, которые должны были примирить Израиль и суннитские государства Ближнего Востока для того, чтобы, соответственно, наладить какую-то экономическую активность, обеспечить американские интересы и дать заслон, создать противовес для шиитского Ирана. 15 сентября 2020 года было заключено соглашение между Арабскими Эмиратами и Израилем и Бахрейном и Израилем. В декабре того же года с Израилем заключило соглашение Марокко, а в январе 2021 Судан заключил соглашение с еврейским государством. То есть было обеспечено взаимное признание, были открыты посольства, налажены авиарейсы и какое-то экономическое взаимодействие. Но главной задачей всех этих соглашений Авраама было и остается заключение главного, самого важного из них — соглашение между Саудовской Аравией и Израилем. Понятно, для чего это нужно. Если создать такой суннитский пояс вместе с Израилем для защиты от Ирана, американцы и их союзники могут иметь на Ближнем Востоке практически играть главную партию, да, и все-таки ограничить Иран от расширения его внешнеполитического влияния. И Саудовская Аравия здесь самое важное государство. Если обеспечить его сцепку с Израилем, то этот американский пояс, можно сказать, будет неостановим. Конкретных условий соглашения проекта пока нет, но примерно понятно, что там будет. Это авраамическое соглашение между Саудовской Аравией, Израилем и США должно обеспечить следующее. Значит, Саудовская Аравия признает существование государства Израиль, налаживает с ним экономические связи, открывает посольства, авиарейсы организует и так далее. В ответ на это Израиль обязуется признать и создать палестинское государство. Американцы, в свою очередь, получают военный доступ, более широкий, на территорию Саудовской Аравии, обеспечивают ее безопасность морскую, наземную и воздушную, и поддерживают ядерную программу королевства. Ядерную программу имеется в виду, конечно, мирную. Еще Саудовская Аравия, в ответ на все эти американские благости, должна сделать следующее. Она должна обязаться не сотрудничать военным образом с Китаем. И инвестиции из ключевых секторов экономики, китайские, как-то из себя, выдавить и изгнать. То есть убиваются сразу два зайца. И Иран оказывается, что называется, в кольце противников, которые работают друг с другом. И китайцы, в свою очередь, которые на Ближнем Востоке также сейчас расширяют и распространяют свое влияние, также его в какой-то степени лишаются. Казалось бы, очень выгодно и очень удобно. Гладко, конечно, на бумаге. По факту заключение этого авраамического соглашения сейчас, прям очень маловероятно. В чем история? Вообще, израильское правительство сейчас совершенно не намерено создавать никакие палестинские государства. Если посмотреть на опросы, то после атаки Хамас большее количество израильтян поддерживает военные методы воздействия на палестинцев, чем до. К тому же сами палестинцы, тоже если посмотреть на социологию, гораздо менее расположены к Израилю. Они поддерживают борьбу с израильскими оккупантами, да, как они считают, как они называют. И поэтому какого-то примирения здесь нету. Даже если Израиль обяжется, да, сам возьмет на себя это обязательство создать палестинское государство, понятно, что перспектив его создания реальных, а не формальных на бумаге, пока практически никаких и нет. Кроме того, даже сами американцы не получат то, чего они хотят. Их главный противник сегодня — это Китай. И соглашение Авраама, конечно,
не даст Китаю создать военные базы на территории Саудовской Аравии, не даст саудовцам покупать китайские военные технологии. Как бы история в том, на самом деле, что Китаю не нужны военные базы на территории Саудовской Аравии, и какие военные грузы он не продает Саудовской Аравии. Китай действует совершенно иначе. Китай действует методами экономической кооперации. Взаимодействие с Китаем выгодно и полезно, а не то, что это происходит под дулом пистолета, или то, что Китай какие-то военные базы размещает. Знаем мы, кто размещает военные базы на Ближнем Востоке, да, и понятно, для чего все это делается. То есть, видите, еще один фактор, который свидетельствует против вот этого Авраамического соглашения между Саудовской Аравией и Китаем. Что интересно, речь не только о военном взаимодействии. То есть, согласно вот этому черновику соглашения, компании саудовские также должны будут убрать китайские инвестиции из важных секторов, вроде искусственного интеллекта и так далее. Но интересно, как у американцев ничего не получается и в другой области. Вот хороший пример. Они заключили подобное соглашение с Арабскими Эмиратами. У Эмиратов есть компания, называется G42, одна из ведущих компаний, которая занимается искусственным интеллектом. И согласно соглашению, G42 должна была, значит, убрать китайские технологии, убрать китайские инвестиции и взять на вооружение технологии компании Microsoft, американской. Эта компания все это сделала, получила за это $1,5 миллиарда. Но что интересно, значит, компания G42 китайские инвестиции и технологии убрала. Но конкуренты компании G42 на эмиратском рынке этого не сделали. И в итоге получается, что компания G42 работает с Microsoft, получает американские технологии, и потом эти же технологии попадают в руки китайцев, потому что работники компании G42 уходят работать в другие эмиратские компании, которые с Китаем никаких соглашений не разрывали, никаких инвестиций не прекращали. Кроме того, военные достижения США от повышенной концентрации взаимодействия с Саудовской Аравией тоже ничего хорошего не принесут. Ну окей, предположим, значит, какие-то дополнительные американские корабли будут курсировать около Саудовской Аравии и наводить, значит, страх на иранских моряков. Вроде как. Иран давно показал, что действует он не методами вот этого вот мерения кораблями, у кого авианосец крупнее и у кого, значит, там больше самолетов, а как раз методами прокси-группировок на Ближнем Востоке. Для них все эти корабли — это вообще дело десятое, и не так важно, где они там плавают, вернее, ходят. Иран действует другими методами, он научился бороться асимметрично с американской угрозой. И вот это вот начинение Саудовской Аравии американской военной техникой и американскими солдатами не даст США того самого искомого преимущества над Ираном, которого они хотят. Кроме того, саудовцы тоже не дураки. Они не хотят, чтобы их страна превращалась в арену конфликта между США и Ираном, между США и Китаем. Мы видим, как Саудовская Аравия налаживает отношения с Китаем, Саудовская Аравия налаживает отношения с Россией, взаимодействие с БРИКС и так далее. Саудовская Аравия ведет такую грамотную многовекторную политику и надеется, что она встанет, значит, в ряды американских сателлитов прямо окончательно, не стоит. Саудовская Аравия как бы понимает, что ей нужно. И сейчас, когда американское вот это вот величие несколько меркнет, да, на общемировом фоне, дураков, что называется, нет. Поэтому все это Авраамическое соглашение пока выглядит не очень реализуемым. Кроме того, сами американцы говорят: слушайте, нам тут надо как бы Китаю противостоять вот там вот, где он находится, а не на Ближнем Востоке бодаться, а вы нас тут втягиваете опять в какие-то военные авантюры. Даже вот есть научные статьи, где говорится о том, что, слушайте, не время и не дело, сил нету, да и не до этого. Да? И вот такой вот амбициозный проект американцев по опоясыванию Ирана дружественными США государствами пока, кажется, совершенным образом не работает. В общем, как мы видим, тот самый новый мировой порядок, основанный на суверенитете и взаимном признании интересов друг друга, работает. И старые методы, что вот сейчас вот американцы придут, какое-то супер соглашение предложат, как Трамп говорил, супер-пупер соглашение, да, и все исправят, вот такая история не работает. Страны видят, что эпоха гегемонии одного государства уходит, и налаживать отношения сегодня нужно с несколькими, желательно со многими центрами силы. И поэтому Авраамическое соглашение не станет тем самым столпом, на котором стоит колосс американской гегемонии. Мир меняется, и американцы видят, как им приходится меняться вместе с ним.
Это был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Если вам понравился выпуск, поставьте, пожалуйста, лайк, а в комментариях напишите, в чем бы вы еще хотели вместе разобраться. Увидимся через неделю.